учимся в учебном году. В учебном году. Ну вот, скажем, да. В 7 или там с 5-7. Семь, Завтракаем, делаем зарядку. зарядка. Обычная процедура. Собираемся, в институт уходим. Но занятия начинаются в 9 часов ровно. Первая пара. У нас так занятия в этом семестре по 3-4 пары в первую смену. Как так получилось, что вот тебе 10 получается, да? Тебе 12. Нет, сейчас мне уже 11. Уже не 13. Да, У нас в 18 воскресенье мая. был день рождения. 13. Уже 13, да? Да. А мне 18 мая исполнилось 11. У нас, значит, день рождения 18 мая И 12 июля 85 года. Девчонки, только руки выйдите Как оттуда, а то получилось, что-то они у вас там непонятно. О, У вас как бы разные года. Вы закончили вместе школу. А мы всегда занимались вместе, тянулись друг к другу, ходили на занятия вместе, потом пошли в школу Вот вместе. ты в одном училась в первом классе. классе, а ты училась? Нет, мы учились в сразу одном пошли классе, в третий сразу пошли класс. в третий класс. У вас первого класса как такового не было. Мы поступили в первый класс, но Да. потом мы много занимались, и Центральное окружное управление образования разрешило нам перейти и сразу заниматься в третьем классе. То есть вы перескочили через... Не перескочили, мы, соответственно, прошли собеседование серьезно при переходе По в третий английскому класс. языку, по разным предметам. И нам разрешили с испытательным сроком поступить в третий класс, то есть учиться в третьем классе. А это уже оказался последний класс начальной школы, то есть третий класс по 10-летней программе. Поэтому следующий был уже 5-й. А как вообще ваши, я не знаю, там сверстники в школе отнеслись к тому, что вот вы оказались не такие, как они? Ну, многие очень удивлялись, как мы такие маленькие, будем ли учиться, сможем ли быстро записывать, как будем учиться. Но потом опасения исчезли, мы много занимались, стали получать пятерки, стали отличницами. Ну, пятерка это как самооцель, что ли? или Нет. Нет, конечно, мне кажется, что просто этот вопрос не совсем корректный. Я хотела получать хорошие знания, и, в общем-то, потом уже, когда определилась со своей специализацией, я действительно хотела стать профессионалом в своей области, но я училась не за оценку как таковую, хотя оценки являлись, по сути, нашим единственным вознаграждением за труд, то есть за учебу. Но потом по оценкам можно судить в школе, в учебном заведении высшем, о знаниях студента или учащегося. Так, например, судят отличники, четверошники, троечники. Поэтому, конечно, мы очень хотели заниматься лучше, больше, чем надо для пятерки. Нас многие предметы увлекали. Меня и в школе увлекал там биология, химия, физика, астрономия, математика. А потом уже это перешло в стремление овладеть своей специальностью, получить крепкие, прочные знания по выбранному, моему любимому предмету экономика. Хорошо, а когда вот ты для себя решила вдруг, что ты будешь заниматься экономикой? Ну, в каком Это классе? произошло Когда не это было? вдруг. Ну, в последних классах школы я уже стала думать о своей будущей специальности. Я анализировала ситуацию, в которой находится Россия, и пришла к выводу, что, скорее всего, реструктурируя свою финансовую систему, Россия, конечно, будет нуждаться в высококвалифицированных кадрах в области финансов, экономики, которые могли бы решать проблемы, стоящие перед Россией, финансовой реформы. Я как раз уже с советом моих родителей во многом сделала свой выбор, правильный выбор, я считаю. В финансовую академию поступила. А как вот вы сейчас оцените ситуацию, в которой сейчас находится? Говорят все о финансовом кризисе. Вот ваше мнение? Я считаю, что в настоящее время российская экономика проходит переходный период. Так, например, наблюдается сильнейший платежный кризис, как одно из последствий очень жесткой денежной кредитной политики, проводимой правительством. Затем наблюдается бюджетный кризис. Я считаю, что и экономический кризис в целом. Я считаю, что одним из мер преодоления переходного периода является, во-первых, налоговая реформа. То есть, мне кажется, необходимо увеличить норму собираемости налогов. Это можно обеспечить путем создания новой правовой. Для этого необходимо создание новой налоговой правовой базы. Так, например, уже известно, что налоговый кодекс не разрешит все налоговые проблемы в этой сфере. Второй мерой, я считаю, необходима более социально ориентированная денежно-кредитная политика государства, поскольку, как я уже упомянула, жесткая денежно-кредитная политика государства повлекла за собой жесткий платежный кризис. Третья мера, я считаю, это инвестиция в производство, поскольку, например, в 1992 году не было инвестиций в производство, а огромный капитал приблизительно
годовой размер ВНП перетек в сферу финансовых спекуляций. В связи с этим наблюдалось резкое снижение производственной сферы и разбухание спекулятивной. А вот Потом, сейчас извините, многие объявляют банкротами многие предприятия. Вот вообще процедуру банкротства. Вот как ты понимаешь процедуру банкротства? С юридической точки зрения процедура банкротства есть механизм перехода прав распоряжения имуществом предприятия в руки государства или уполномоченного на то государственного органа. Решение о банкротстве юридического лица, будь то банк, страховая компания или иная корпорация, может быть принято лишь по решению арбитражного суда. Процедура банкротства разумна в том смысле, что она позволяет разумно использовать, рационально распределять имеющиеся финансовые и физические капиталы. Поэтому банкротство следует рассматривать как нормальный инструмент регулирования экономической активности и деятельности рыночного хозяйства в целом. И вот Дианочка уже упомянула про сферу финансовых спекуляций, но помимо негативного эффекта перетека больших денежных капиталов в сферу финансовых спекуляций, также следует обратить внимание на то, что финансовая, денежно-кредитная политика являются самыми важными рычагами резкого стимулирования экономики. То есть, изменяя учетные ставки, влияя на уровень цен, мы можем регулировать спрос с предложением, привлекать инвестиции в реальный сектор. И это является важным оружием в руках государства. В последнее время вот происходило несколько раз повышение ставки рефинансирования. Вот, а как к этому вы относитесь? Я не могу относиться к этому позитивно или негативно, то есть нельзя сказать однозначно. Но сложившаяся рыночная ситуация при текущей рыночной конъюнктуре это являлось таким инструментом воздействия на денежно-кредитную сферу, которое привело к соответствующему ожидаемому экономическому результату. Там снижение инфляции или наоборот повышение уровня цен. Это один из трех основных инструментов регулирования денежно-кредитной политики. Это ставка рефинансирования, изменение учетной ставки Центробанка, изменение норм обязательных резервов и ряд других способов. Сколько в день вы тратите, я не знаю, часов на то, чтобы заниматься? Ну, каждый день по-разному. Ну, в общем-то, когда мы просыпаемся там в 9 часов, если не говорить о нашей учебе в академии, то мы, естественно, завтракаем, садимся заниматься. Каждый раз по-разному, но мы, естественно, серьезно стараемся заниматься, изучать различные дисциплины. Но остается время, я не знаю, там в куклу Конечно. поиграть или в куклу уже не играем? Даже в куклы мы уже давно не играем. Года 4, наверное, назад мы играли. У нас было очень много действительно кукол дома, но у нас есть действительно досуг, и мы проводим свое время. Например, мы занимаемся спортом, выполняем некоторые упражнения, которые можно отнести к легкой атлетике, читаем. Мы играем в психологические игры. Мы с сестрой пытаемся представить реакции наших однокурсников, коллег, сотрудников, взрослых, совсем наших маленьких сверстников. Мы проигрываем те или иные ситуации, пытаемся предугадать их реакцию, ответы, поведение, анализируем. Нам это очень интересно, так увлекательно. А режим дня мы стараемся поддерживать как можно строже. То есть от него, ведь я знаю, зависит мое самочувствие, здоровье. Мы очень рано, на наш взгляд, ложимся спать в 10, в половине 11, в отличие от всех студентов. Мы встаем регулярно, ложимся спать, обязательно гуляем, у нас регулярное питание. Конечно, когда мне интересно, я могу поработать на компьютере, послушать аудиокурс, посмотреть видеопередачу, видеофильм на английском или немецком языке, позаниматься тем, чем мне лично очень приятно. И это я ценю в каникулах. Английский и немецкий язык, а как быстро вы его выучили? То есть вообще это был год-два, и какой язык больше нравится? Трудно сказать, какой язык больше нравится, поскольку меня привлекает и английский язык, и немецкий язык. Мы стараемся изучать наиболее глубоко различия, например, банковский, английский язык и немецкий Вот язык. Шекспира на английском ты свободно можешь прочесть? Можно сказать, что да. Я хотела бы добавить, что язык Шекспира сильно отличается от современного английского языка, от делового разговорного языка, поэтому, наверное, там есть какие-то устаревшие обороты, фразы, имеющие совсем другие значения, чем сейчас. Но в целом мы английский изучаем гораздо серьезнее. Мы изучаем его с начала нашей учебы в школе, даже раньше. Первое занятие по английскому, я помню, я брала в 5 лет.
А немецкий язык мы тоже изучали в школе. Мне оба языка очень нравится, значит, я, наверное, так им и занималась, с рвением. Что-нибудь из стихи на немецком можешь прочесть? Да, Да, могу могу. сказать. Ну давайте по очереди. Одна на английском, другая на немецком. Я хотела рассказать на немецком все-таки. Так, подождите секундочку, кто будет? Давайте мы немножко разобьем Анжела. план, чтобы не... всё. Сейчас Анжела нам прочтет. Потом можно я на немецком тоже? Немецкий больше все-таки нравится. Нет, ну, трудно на сказать. английском мы читаем, как правило, в прозе. А, А на немецком мне немецкий очень нравится поэтика. стихи. Да. Мгм. Zum Beispiel, now erzähle ich Ihnen ein Gedicht von Goethe. Es heißt Gefunden. Ich ging im Walde so für mich hin und nicht zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümchen stehen, wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön. Ich wollte es brechen, da sagt es fein. Soll ich zum Werken gebrochen sein? Dann trug ich's mit den Würzlein aus. Im Garten grub ich's am hübschen Haus und pflanzte es wieder am stillen Ort. Nun zweigt es immer und blüht sofort. Ein Gedicht Так, von... стоп, потому что я должен поменять план. Прекрасно. Можно? Gekommen ist der Mai. Gekommen ist der Mai, die Blumen und Bäume blühen und durch die Himmelsblaue die rosigen Wolken ziehen. Die Nachtigalle singen herab aus löbigen Höhe, die weißen Lämme springen im weichen grünen Klee. Ich kann nicht singen und springen, ich liege krank im Gras, ich sehe die Ferne klingen, mich träumt, ich weiß nicht was. Кто ставил вам произношение? Мы занимались самостоятельно, в основном с хорошими курсами, где дикторы немецкого языка, носители языка повторяют по много раз одни и те же фразы. Потом большой подмогой стали интерактивные режимы многих мультимедийных курсов, когда, например, ты работаешь с какой-то тематикой, тебе диктор повторяет слова, предлагает тебе повторить в микрофон, проверяет твое произношение, грамматику, лексику. В основном так. Мы также общаемся с сестрой, разыгрываем диалоги, сценки. У вас есть подружки? Или вы только дружите вот как бы вдвоем всегда и все? Или есть какие-то подружки, не знаю, соседки по подъезду? Безусловно. Конечно, есть подружки, и наши сверстники, и студенты, может быть, в академии, если можно так назвать. Конечно, у нас есть подружки и наши сверстники, но, не знаю, насчет соседок. Ну вот, ну я знаю, вот вы можете Мы спокойно дружим по взять и пойти в интересам. кино, там, я не Да, знаю. конечно. Да, конечно. Вот, например, моя сверстница, она немного старше, мы с ней смотрим фильмы вместе, обсуждаем передачи, обсуждаем наши походы в театр, Ну, какой книги, последний французский фильм язык. смотрели вместе? Последний фильм, Который скорее понравился? всего, да, он был по телевизору. Это была экранизация романа «Война и мир», поставленная Эльдаром Рязановым. Это хорошая экранизация, классический вариант. Потом еще была экранизация Анны Карениной, был американский вариант, но тоже не очень понравилось. Мы с ней общаемся на английском языке, она изучает французский, я немецкий. Нам очень интересно. Потом мы контактируем со студентами, меняемся конспектами, консультируем друг друга. Обсуждаем с ними в кружках, педагогами важные экономические проблемы, участвуем в конференциях, делаем доклады вместе. А какой тебе Работаем нравится научно. кино? Какие тебе нравятся фильмы? Американские, французские, русские, немецкие? Какие вот вообще? Нет, не знаю, мне, например, из американских фильмов мало что нравится. Например, там очень в настоящее время очень часто показывают различные боевики, триллеры. Но вот можно сказать, что из российского кино мне больше всего нравится экранизация классических произведений различных, например, писателей или авторов. Например, мне очень понравилось «Жизнеописание» Льва Толстого, некоторые другие фильмы. А есть классика любимая, вот, больше всего, вот, как настольную книгу можно взять, перечесть, там, не знаю, есть? Наверное, вот так вот, чтобы перечитывать, пересматривать фильм по много раз у Нет, нас, не наверное... фильм, я говорю о книгах. О книгах, говорите, о книгах. Конечно, например, вот я перечитывала 2 раза Льва Толстого «Война и мир». Сначала мы читали с родителями, потом читали сами, возвращаясь к отдельным фрагментам. Мне очень Обсуждали понравилась различные Анна Каренина. Сейчас я читаю Бальзака, Флабера, госпожа Бовари, Чумова Флоренция. Поступили к Ефремову, очень увлекаемся Фрейдом и его теорией психоанализа. Да. Читаем Да. Юнга. То есть, когда мы Вот проходили... интересно про Фрейда.
Когда мы проходили психологию, я заинтересовалась его работами. Они мне в чем-то помогли переосмыслить, понять заново, как складываются, по мнению Фрейда, взаимоотношения между людьми. Потом там отражены некоторые четкие, совершенно проверенные механизмы психологического взаимодействия между людьми, между различными этносами, как у Гумилева. Поэтому работа по психологии, этногенезу, они помогают мне не только взглядывать на наши проблемы со студентами, отношения с другими людьми по-иному, но и помогают переосмыслить весь мир, всю массу человеческих взаимоотношений. Скажите, а у вас, я не знаю, есть мальчики, которые согласны портфель поднести там, я не знаю, ну, которые ухаживают за вами? Есть такие мальчики уже? Или Вы знаете, мальчики в академии находятся в таком возрасте, что они, наверное, не ограничились бы поднесением портфеля, поэтому нет. А в школе? А в школе мы ходили только 1 год, и все ребята у нас были намного старше, воспринимали во многом как конкурентов. Поскольку мы Да. мы Но получали очень боролись за хорошие оценки. оценки, глубоко проходили различные предметы и материал, боролись за оценки. Среди наших друзей в основном девочки. Девочки тоже так, как и вы, прекрасно, не знаю, разбираются во многих областях, там, науки. я не Кто-то знаю, интересуется истории. одной областью, кто-то другой. В этом, наверное, и прелесть многообразия интересов. Но не все, наверное. У нас же 1 и 2 рейтинг, это на факультете. Вот мама с папой сказали, что они не любят это слово вундеркинд. Говорят, что это неправильно. Но вот мне кем вы тоже не себя, нравится. а кем вы себя тогда считаете? Я себя считаю студентом, который стремится к знаниям. В будущем я хотела бы видеть себя первоклассным специалистом. Возможно, я хотела бы иметь блестящую научную, профессиональную карьеру. Может быть, продолжить образование за рубежом. Ну вот свои способности вы как оцените? Это так нормально или это все-таки что-то уникальное? Вот сами про Наверное, себя не что мы вы должны думаете? оценивать наши способности в той мере. Но, в принципе, я не пессимист. Я всегда не могу ограничиться тем, что я имею, тем, чего я достигла. Я стремлюсь к новому, к знаниям, к большему. Знаю, что всегда достигнуть и совершенствоваться можно дальше. Вот я сижу и просто удивляюсь как бы, вашим знаниям и разнообразию. Вот сами-то что ты думаешь о себе? Ну, конечно, мне Уже кажется, прочитав и Фрейда, и Юнга, вот. я считаю, что, конечно, было много одаренности во мне, но, конечно, трудно оценивать свои способности. Но, конечно, я считаю, что большую роль сыграла специальная методика и, можно сказать, система обучения, которую развили наши родители в процессе нашего обучения. Также мы очень стремились к знаниям, хотели проработать материал намного глубже, чем необходимо, чтобы получить 5. То есть можно сказать, что в этом отношении сыграли разные факторы. Например, наша одаренность, наше стремление учиться, специальная система образования. А бабушка с дедушкой что говорят? Когда приезжают, говорят, ах, мои внученьки. Радуются, конечно, радуются. Но они меньше, наверное, включены в наш учебный процесс, хотя Они тоже не говорят маме с папой, ну зачем вы их так мучаете? Нет? были такие реплики, но это, наверное, на начальном этапе. Потом, когда мы стали достигать уже каких-то этапов, проходить быстрее школьную программу, набирать много знаний, наверное, они уже отступили с такими восклицаниями. А почему вот мы бросили музыку? То есть, как бы, к этому были, я понимаю, тоже Конечно, способности, я да? не бросила ее, значит, я ее слушаю. Мне очень нравится слушать классическую музыку. Например, Но- музыку вальса Штрауса, музыку Чайковского, Моцарта, например, еще полонеза Огинского. То есть я увлекаюсь классической музыкой, а музыкальную школу, можно сказать, что мы оставили, поскольку в 3 классе уже было довольно много занятий. Я слышала и трудно это. было Вот совмещать. Полонез это. Огинского, когда слушаешь, я не знаю, хочется плакать. Что хочется от Полонез Огинского? Мне кажется, что полонеза Огинского – это очень серьезная, продуманная, глубокая музыка, прочувственная музыка, и мне очень приятно ее слышать. Существуют такие моменты, периоды, когда хочется, например, плакать или, наоборот, радоваться. Особенно прощание с Родиной. А мне больше нравится клавесинная музыка 17 века, Гендель, Вивальди. Потом, наверное, органная музыка Баха. Хотя она кажется, на первый взгляд, трудной для восприятия, потом понимаешь всю глубину и красоту звуков, которые издают такие древние инструменты, как органы. Они же находятся в некоторых древних городах Германии, Цюрих, Саксония, Тюрингия, каких-то еще городах, но мне это интересно как в плане музыки, так и в плане исторического наследия, которое хранится за этими органами и церквями, в которых они строятся.
Вы где-нибудь уже были за границей? Еще нет. Нет? Нигде нет? Нет. А где вы отдыхали? Вот, скажите? Мы отдыхали 2 года подряд, вот последних, на Черном море. Перед этим ездили где? в Лесные Дали, Это в в санатории Сочи. Дзержинского в Сочи. Целый месяц. Море, Больше. никаких занятий. Нет, почему Мы занятия были? занимались тоже. Очень было интересно. Слышали музыку, слышали языки, языковые курсы, занимались. Потом занимались, мы тогда были в школе еще, мы занимались физикой, астрономией, биологией, русским, английским. А перед поступлением мы поехали, мы уже занимались предметами за первый курс. То есть, в общем, даже на отдыхе, по сути, как бы не Мы получалось. воспринимали это занятий. легко. Это легко? Да, это не приятно. тяжело? Это Это как образ жизни. абсолютно просто занятия, там с книжкой. Например, мы отдыхали, то есть мы воспринимали это, вот, как Анжела сказала, легко, действительно как отдых. То есть мы пытались совмещать удовольствие, но то есть для нас занятия являлись тоже удовольствием, является. Я знаю, вы знатные пловчихи, да? Плаваете Мы отлично? плаваем, да. По многим параметрам, наверное, да. То есть можно проплыть и 2 километра, и 3, и когда вода не очень теплая. А мама разрешает так далеко? Недалеко там были ограничения, например, за буек нельзя заплывать. Ну, между буйками. Ну, вообще легко и за буек можно заплыть, да? Можно, но это не разрешено. Хотя были такие. А вам удается, вот я не знаю, вместе с мамой сходить в Макдональдс, просто посидеть, вот иногда? Да, конечно. Наверное, не столько хороша сама символика, сколько просто приятно посидеть, поговорить в тишине под музыку. По-разному. В Макдональдсе под музыку? Да. А какое самое любимое блюдо в доме? Вот вообще, вот, мамочка, приготовь мне, вот нам приготовь, какое самое любимое? Я люблю очень разные блюда. Мне нравятся супы, салаты, рагу, мясное. Не мясное. Так, а теперь маме помогаете? Да, Конечно. конечно, Мы помогаем. даже обязаны Мы своей убираемся по в дому. комнате, в квартире, моем посуду. То есть есть свои обязанности, Мы можем которые готовить. только вы? Да? Да. Ну, например, что вы можете приготовить с мамой? В зависимости от необходимости. Можем, любые там полуфабрикаты, если это какие-то котлеты, мясные изделия, яичницу, Нет, сварить а рис, поджарить картошку, То сделать есть это салат. легко. Ну да, конечно. Пока еще маму тортами не удивляли. Нет. Времени не хватает. Конечно, нет времени, это же много очень надо стоять у плиты, печь, там крем. Лучше с книжкой посидеть, да? Лучше, конечно. Да, позаниматься или просто почитать художественные книги. Вот вы говорили, что вы обсуждаете, вы говорите о том, вы наблюдаете, как люди реагируют на вас, и потом как бы анализируете, обсуждаете. Что чаще всего вы видите, какую реакцию вы наблюдаете у людей? Смотря в каких ситуациях. Ну, в каких? Вот какая, например, вас самих удивила ситуация? Как люди реагировали на вас? Наверное, когда мы сначала пришли в сентябре, и после таких вот вопросов, как вы так сможете, неужели вы адаптируетесь, правда? Такие маленькие студенты. Потом, когда все это сменилось уже серьезным отношением к нам, как нормальным взрослым людям, студентам, у которых есть свои интересы, знания, которые предъявляют свои навыки и умения на занятиях. Преподаватели к нам отнеслись с уважением, в общем-то, с пониманием. А студенты сначала действительно были удивлены, как мы, такие маленькие уже студенты. Но потом, конечно же, наши отношения сейчас складываются совершенно нормально. Мы обмениваемся конспектами, там, помогаем друг другу. Вместе делаем доклады на научных кружках, конференциях. Да, мне говорили, что вы сделали очень много докладов в этом Да, году. и за один доклад получили второй место. приз. А кто помогал доклад писать? На том уровне, что принести литературу, сходить, отвезти в библиотеку, Конечно, найти в помогали каталоге родители. нужного автора, конечно, но доклады делали мы сами. О чем был доклад? У меня был доклад «Либерализм в современной России», политологии. Еще были доклады по экономике, По информатике, этике, психологии, делового географии. общения, географии, философии. По То есть этике, еще раз по По этике? этике и психологии делового общения. Такая дисциплина. Как интересно. Этика делового общения. Что вообще самое главное в общении деловом-то? Наверное, соблюдение определенных правил общения, а также применение и изучение механизмов психологического воздействия на собеседника. Можно сказать просто, что самое главное? в общении. Понять, как относится к тебе собеседник, и пытаться направить его мысли в нужную вам сторону. Но в этом-то и состоит принцип манипуляции психологический.
У меня просто доклад был посвящен теме психологические механизмы управленческого взаимодействия. О, Боже. А у меня конфликты и методы его разрешения. То есть я изучала проблему конфликтологии. Ну и от чего люди конфликтуют? Чаще всего. Ну, конечно, Не так понимаю трудно друг друга. сказать, но можно сказать, что конфликты подразделяются на вертикальные и горизонтальные, если мы говорим о внутригрупповых конфликтах. То есть, например, если происходит конфликт, вертикальный конфликт – это конфликт на разных уровнях управления. Горизонтальный конфликт – это конфликт, происходящий на одном и том же уровне управления. Можно сказать, что также существует конфликт норм, когда люди нарушают какие-то стереотипы, поведение стандартное, что негативно складывается на их что негативно оказывает негативное влияние на их взаимоотношения. Да, сильно. А политикой вы интересуетесь? Конечно. Ну, то есть я понимаю, что... Хорошо известно, что каждое экономическое решение имеет глубокий политический резонанс, и любые политические сдвиги, перемены отражаются на экономической конъюнктуре. То есть вы следите за тем, что происходит у нас сейчас Да, в государстве? конечно. Да, конечно. Да? А какие вы программы смотрите, я не знаю, что? Информационные выпуски, обзоры, Аналитические время, программы вести, или программы, посвященные каким-то экономическим проблемам. Ну, какие программы зеркало, смотрите? итоги, герои дня. Куклы. Понятно. Куклы? Да. Ну, как куклы, нравится? Нравится. Очень весело иногда бывает. Юмор и все это понятно, да? Да, что- конечно, это нам не чуждо. А какая кукла больше всего понравится? Борис Николаевич? Из политических соображений Стало напоминать. там используются разные герои. Понятно. А вот сейчас ситуация, которая, мы уже говорили вот о финансовом кризисе, все сейчас очень много говорят. Вот, я не знаю, существует какая-нибудь оценочная шкала вот этому кризису? Вот сколько бы вы поставили баллов кризису, который сейчас в нашей В стране? сравнении с чем? Наверное, я не знаю, может быть, с американским кризисом. Или с другими кризисами в России? С другими, да. Наверное, это явление вполне, его должны были ожидать, то есть явление можно было прогнозировать, так как при расшатности финансовой системы, разумеется, Россия станет перед лицом многих финансовых и бюджетных кризисов. Наверное, этот кризис еще обострился тем, что существуют какие-то необходимости выплаты уже процентов по долгам Международного валютного фонда. Вот спасет нас этот долг, вот долг, который мы сейчас берем? Нет, не спасет. Я думаю, что совсем не спасет. Надо научиться по-другому распоряжаться имеющимися средствами. Например, известно, что в сбережениях у населения находятся суммы, которые в несколько раз превышают предполагаемый стабилизационный кредит Международного валютного фонда. Если мы смогли разумно их использовать, привлекать их в инвестиции в производство, но ведь доверие населения во многом уже подорвано. Да. А у тебя есть какие соображения на это? Я считаю тоже, что необходимо инвестировать в производство, чем, как происходит в настоящее время и происходило вот незадолго. Не надо проедать вот такие кредиты. Конечно, кредит МВФ нас не спасет, но если разумно его распределять, производить инвестиции, делать инвестиции в производство. Ну как его развивать разумно экономику. распределять? Его сейчас раздадут шахтерам часть. Это будет разумно же, да? Мне кажется, что не совсем. Но, конечно же, необходимо определенную часть этого кредита, я считаю, выделить на социальные выплаты населению. Но, с другой стороны, просто без инвестиций в производство мы ничего не сможем сделать и восстановить экономику. Он должен стать тем шагом, который повернет Россию к пути стабильного развития. Необходимо действительно выполнить те цели, для которых он будет выдан, если он будет выдан, а именно проведение стабилизационной программы, соответствующие нормативные правовые акты, соответствующие экономические меры, меры налогообложения. Ну, не надо забывать про социальную сферу. Вам симпатичен наш новый премьер Кириенко? Конечно, оценивать его интегрально довольно сложно сейчас, когда он проявил себя лишь в нескольких месяцах работы. Но у него, безусловно, есть и политические оппоненты, есть сторонники его экономической программы, сторонники его политической деятельности. Его можно рассматривать как представителя правительства и человека, который проводит стабилизационную программу, можно рассматривать как политическую личность. Политическая личность, наверное, он очень пока проводит правильную политику, направленную на выдвижение его самого. А стабилизационная программа, я с ней просто целиком не ознакомлена, а судить по комментариям это очень трудно. То есть, если ты ее увидишь, ты дашь свою оценку, да? Да, просто А вот чтобы ты, это не какое бы научный ты начал внесла судить. предложение в эту стабилизационную программу? Я не знаю, что там есть.
Поэтому чем ее дополнить? Мне трудно сейчас Ну, ты сказать. сама бы могла бы ее, вы сами могли бы разработать, скажем, вот взять в какое-то время и разработать свою стабилизационную программу вот для России. Могли бы? Можно было постараться, но для этого, наверное, нужно еще опыт анализа имеющихся правовых актов и практики их применения, некоторые статистические данные. Но я в целом изложила свои взгляды на необходимые приоритетные задачи, которые стоят сейчас перед политикой правительства. То есть если постараться, посидеть там, не знаю, Работать. месяц, поработать, а может даже и Не меньше. надо ограничиваться какими-то сроками. Ну, вот, ну хорошо, не будем ограничиваться. То есть можно было бы сделать, да? Можно. Наверное, да. Давайте внесем это предложение. Вы знаете, что правом законодательной инициативы не обладают физические лица, вроде нас, граждан, обладают Государственная Дума, Совет Федерации, арбитражный, Высший арбитражный суд, президент. Но я думаю, я не обладаю правом законодательной инициативы по существующей Конституции. Ну а вдруг вот посмотрит сюжет о вас и скажет, ну пусть девочки сделают, давайте. Тогда это будет нарушением Конституции или необходимо будет внести к ней поправку. Пусть тогда Конституционный суд рассудит. А вы как бы и знаете про Конституционный суд все, да? Не все, а то, что нам было известно, ознакомившись с Конституцией, серьезным гражданским кодексом, трудовым кодексом. Части трудового права. У нас эта дисциплина преподавалась во втором семестре. Во втором семестре? Да, право России. Гражданское право России. Вы не хотите закончить академию, ну, как-то досрочно? Об этом уже говорили. Ну, а вдруг вот так получится, что вы и своих, как бы, здесь студентов раз и... Вы знаете, я этот вопрос сейчас обсуждать не буду, но скажу только, что в академии можно развиваться и дальше в научном плане. Например, заниматься научной работой, подготовкой к поступлению в аспирантуру. Можно будет потом продолжить образование за рубежом. Где бы вы хотели работать? Сейчас трудно на этот вопрос мне ответить, поскольку я еще не выбрала, что лучше, научная или профессиональная карьера. Можно сказать, что, во-первых, и то, и другое. Только насчет профессиональной карьеры можно сказать, что будет для меня привлекательнее, международный бизнес или финансовая сфера, я сейчас еще точно не знаю. ну, конечно, я хотела бы стать настоящим специалистом в избранной области, то есть вот, стать настоящим специалистом и реализоваться как специалист в своем деле. Я уже это слышала. Вот, девчонки, вы так шпарите, как солдаты. Вы когда остаетесь вдвоем, вы же не так общаетесь. Вы говорите нормально. Вряд ли. Легко. Мы говорим по-разному, особенно когда излагаем свои взгляды на что-либо. Можем быстро, можем медленно. Ну вот эта привычка, конечно, очень такая. Молодцы. Я не знаю, у меня все вопросы Поговори пока. еще, я просто пустил. Ну еще поговори так для без камеры. Просто поговори на бытовые темы. Сколько в библиотеке сидите? А сколько часов в день? Если надо готовиться к докладу или найти какие-то материалы, конечно, я считаю, что Каждый чему-то раз готовимся, по-разному. конечно, можем и час поработать. Да. А нет такого, как я помню, сама была студенткой, когда вот в последний... И прорабатываем материал в течение всего семестра и стараемся хорошо подготовиться к экзамену. То есть, конечно, такого нет, что мы там за один А день тогда готовим. не самого начала. Нам прочитали лекцию, мы читаем по материалу лекции, по теме лекции, готовимся еще. Совершенно взрослый человек, учитывающий твои интересы, относящийся к тебе с уважением и в целом благоприятно. То есть мы привыкли к взрослому общению, вот мы же в школе сдавали полугодовые курсы. В общем-то, мы имеем некоторое преимущество перед обычными студентами, поскольку мы там сдали огромное количество экзаменов со взрослыми людьми, и, конечно, в этом отношении у нас есть определенный опыт. Основы регулирования предпринимательства, основы правового регулирования предпринимательской деятельности в целом. Немецкий, право, математика. В последнее время проявилась у нас тяга к психологии. Да, вот я это заметила. И тем более вы уже прочитали Фреда. А вообще, как вы относитесь к тому, что вообще есть такие? Маш, у меня вообще-то сегодня вечером стрелка с курдами. Ну, подожди, ну в любом случае пойдет. Кухинки Штефан зовут, да? Не ходи, стой на месте. Я понимаю, я имею в виду всего. Я не знаю как. Смотри, они тут цвет получше, я из этого всего. Удобно.
Свидетельство о рождении. Лучше маме Девчонки, они дачу. Вот, смотри. Вот это вот А я диплом, тебе который дал уже... вчера не очень. А это то, что... У меня стрелка жизнь, я... Давай здесь как-то. Так, а еще вот есть, может быть, Ну, Не, ну это а это портрет, не ну, да. Это хорошо фотографирует. это и Стас. а, Сейчас, да, окей. то, что он наснимал, Всё, начал А. нас. Ну, честно, послал, но это то, что он мне послал. Да, он разрешил. У нас есть негативы. Ну да, мы, Сколько если количество? что особо не будем, но... Вот, например, на Ну, вы... Хотели их все. Они сказали про это, что у нас А? все замечательно. Просто нам это интересно. Телефон, ну ладно, я его не просил. Просто сейчас... Мальчики бывают спасибо, фотографии, девочки, это я сейчас знаю, сильно. Ну окей, ладно. Синий давай. Оператор, они малые вещи мне угодят. Что так, что это? Которые друг другу навстречу. Ну, я предлагаю вот эту лучше бумажку. Вот это грамота. Желтый. Да. Оценили вашу операторскую работу. Как так?